Всем привет, меня зовут Александр Козерский. Сегодня я хотел бы вам рассказать про очень стильный, странный и необычный отель, в котором я только останавливался в своих путешествиях по Таиланду. Скорее всего, вы про него ничего не слышали, как, собственно, и я. Этот отель называется «Атланта». И главная фишка его в том, что время здесь застыло в 1952 году. Хотите несколько забавных фактов про Атланту, которые разогреют ваш интерес? Факт номер один. Вы не сможете забронировать здесь номер через современные системы бронирования. Почему? Потому что Атланты там просто нет. Чтобы забронировать номер в гостинице, вам нужно отправить факс, где написать желаемые даты, сколько будет человек и прочую необходимую информацию. Так было до недавнего времени, и лишь только лет 10 назад отель «Атланта» сделали веб-сайт, на котором вы должны заполнить длинную форму, где рассказать про себя, указать даты, сколько человек и прочее, 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 и отправить на e-mail. На e-mail вам придет ответ, это будет письмо, которое вам напишет живой человек, вот прямо лично вам. Отель «Атланта» в целом не рассчитывает на новых гостей. Основное ядро аудитории «Атланты» составляют старые гости, которые приезжают сюда с 1952 года. Так что вот 90% это старые гости и 10% кто-то вроде меня и вроде вас. Атланта в 50-е и 60-е годы была очень популярным местом, где любили собираться дипломаты, артисты, художники, высокопоставленные лица. И даже королева Таиланда иногда приезжала пообедать в ресторан при отеле. Главная фишка Атланты, выделяющая ее на момент открытия, это был первый во всем Таиланде бассейн при отеле. Причем бассейн не какой-то там маленький, а по всем мировым стандартам он был глубокий, так что им пользовались не только гости, а еще и команда подводников, которая арендовала бассейн на определенные часы в вечернее время. Но до того, как отель стал отелем, а бассейн бассейном, в бассейне держали змей, а отель был химической фабрикой. Почему так получилось? Давайте я вам все расскажу. Отель «Атланта» находится в самом центре Бангкока и представляет собой обычное пятиэтажное бетонное здание непримечательной архитектуры. Но находится оно на улице Сой-2, которая в 500 метрах от самого развратного места Бангкока – Нана Плаза. Знак на входе в Атланту сразу предупреждает нас, что секс-туристам тут не рады. А табличка говорит нам, что это место, которое вы ищете, если вы про него знаете. А если вы про него не знаете, вы его никогда не найдете.
Основатель гостиницы «Атланта» доктор Макс Хэн был очень интересным человеком. Он всю жизнь любил путешествовать и не боялся вписываться в разного рода смелые авантюры. Если бы меня попросили описать его двумя словами, то я бы сказал, что это Индиана Джонс и Джеймс Бонд в одном лице. Чтобы у вас было какое-то представление о нем, давайте я вам покажу, как он выглядел в реальной жизни. Ist Mr. Torring im Haus? Bedauere, nein. Kann ich bei Ihnen telefonieren? Welche Nummer? Макс Хэн родился в Восточной Пруссии в 1906 году. Учится, получает степень доктора по предметам химия и фармацевтика, защищает диссертацию на тему взрывчатые вещества и устраивается работать в правительство на достаточно высокую должность, где и работает долгое время. В конце 30-х годов в Германии к власти окончательно приходят нацисты, и Макс понимает, что далее находиться в стране ему небезопасно, и срочно из Германии уезжает. Нацисты объявляют его в международный розыск и лишают гражданства. В Европе доктор Макс Хэн начинает работать на английскую разведку против интересов нацистской Германии. Кто-то говорит, что он знал всех высокопоставленных лиц того времени и за руку здоровался с самим Черчиллем. Кто-то говорит, что никого не знал и был обычным разведчиком. Как вы понимаете, правду в этом вопросе мы с вами вряд ли узнаем. Проведя 3 года в Англии, Макс едет в Индию, которая на тот момент все еще является британской колонией, и устраивается на должность советника-секретаря к принцу Северного штата Индии, где и проводит следующие 9 лет. В 1947 году Британская Индия разваливается, и Макс остается без работы, но тут же ему поступает предложение от доминиканского правительства ехать к ним на похожую должность советником по развитию государства. Макс это предложение принимает, собирается в Доминикану, но на пересадке в Бангкоке он выходит посмотреть, что такое Таиланд, и в Таиланде ему очень сильно нравится. Ему нравятся люди, ему нравится культура, ему нравится климат. В Таиланде ему нравится все. Так что Макс Хэн отказывается от доминиканского предложения и остается в Таиланде. В Бангкоке доктор Макс Хэн начинает искать какое-то подходящее для себя дело, чем ему заняться, и находит предложение от богатого китайца, которому нужно с нуля под ключ построить мыльный завод. Доктор Макс берется за этот проект и успешно его завершает. Кстати, продукция этого завода продается до сих пор, она очень популярна. Это мыло Мадам Хэнк. После завершения строительства мыльного завода и получения за это достаточно больших денег, доктор Макс решает открыть собственный бизнес. Он покупает двухэтажное здание бывшей химической фабрики и решает заняться производством дешевых лекарств и экспортом их в страны Европы и США, и по Юго-Восточной Азии тоже. Так появляется Atlanta Chemical Company. Он сфотографирован в момент открытия химической фабрики. Эти 6 девушек – это весь его штат, и его жена мисс Магда, она не попала в кадр, потому что она, собственно, делает эту фотографию. Неожиданно вместе с открытием собственного бизнеса в жизнь доктора Макса приходит и большая любовь. Он влюбляется в одну из своих работниц, в главного химика предприятия, в девушку из аристократической тайской семьи, мисс Мугду. Они женятся и живут счастливо и работают вместе. Фабрика по производству лекарств Атланта начинает работать, появляется бассейн с ядовитыми змеями, где из этих змей выкачивают яд, ищут противоядие от яда и делают прочие лекарства, но, к сожалению, бизнес идет не так хорошо, как бы хотелось. Стандартная ситуация такая.
Доктор Макс делает партию лекарств, отвозит ее куда-нибудь по деревням Юго-Восточной Азии, поставляет товар. Ему говорят: да, спасибо, брат, все хорошо, как бы товар приняли, заплатим через месяц. Он приезжает через месяц, а через месяц у них денег нет, и они говорят: а давайте через 2 месяца. Он приезжает через 2 месяца, и опять денег нет, и вот так, короче, кормят завтраками. И, собственно, производство есть, и сбыт есть, а денег не платят. Как-то ситуация складывается не самым лучшим образом. Вот так доктор Макс Хэн ездит по отдаленным деревням, выколачивает долги за прошлые поставки, и, к сожалению, бизнес назвать успешным никак нельзя. Но тут неожиданно происходят два больших события, которые все меняют. В связи с напряженной ситуацией в Юго-Восточной Азии, Вьетнама и всего такого, в Таиланд начинают приезжать американские солдаты, и первыми появляются картографы с задачей нанести всю Юго-Восточную Азию на карты. Картографам особо негде жить, потому что в Таиланде нет гостиниц. Доктор Макс Хэн договаривается с руководителем картографов, освобождая для них второй этаж своей химической лаборатории. Они живут там, платят в твердой валюте, в американском долларе, и вот начинает течь какой-то стабильный ручеек денег. Второе событие, которое происходит примерно в то же время, это то, что век колонизации подходит к концу, и в Индонезии схлапывается огромная голландская колония. 300 тысяч голландцев напинываются из Индонезии нафиг, и они едут домой через Бангкок. Селятся у Макса Хэна, потому что отелей нет, а у Макса Хэна есть, и они все не кончаются, не кончаются, не кончаются. И доктор Хэн понимает, что потенциал у гостиничного бизнеса просто огромный. Надо ставить большую гостиницу в 5 этажей. А вся вот эта дешевая фарма с поездкой по деревням и выколачиванием долгов, так жить неправильно. Доктор Макс Хэн закрывает свой убыточный фармацевтический бизнес, достраивает 3 этажа, и в 1952 году открывается гостиница «Атланта», которая сразу становится одной из лучших в городе. По сути, конкурент у нее только один. Это самая первая гостиница всего Бангкока «Мандарин Ориентал», ночь в котором до сих пор стоит штуку баксов. И вот так «Атланта» и «Мандарин» являются двумя лучшими отелями в городе. Чем был хорош отель «Атланта», чем он привлекал своих гостей? У него было два больших преимущества. Преимущество номер один – это был первый во всем Таиланде бассейн. Причем не маленький бассейн, а сразу бассейн международного класса. Так что его арендовали на выходные подводники и проводили там свои тренировки. Преимущество номер два. При «Атланте» было два ресторана мишленовского уровня. Ресторан номер один – это ресторан немецкой кухни «Берег Рейна», единственной немецкой кухни во всем Бангкоке. И второй ресторан «Континенталь» – это ресторан дорого-богато, в нем собирался весь свет, и иногда заходила даже королева Таиланда. И вот так с самого момента открытия в 1952 году, где-то до 1965 года, у отеля «Атланта» начинается небывалый успех и золотые годы в стиле великого Гэтсби. Ты, по сути, отель номер один, из конкурентов у тебя только «Мандарин», в твои рестораны ходит обедать королева Таиланда, у тебя вечерами в этих же ресторанах собирается вся высокопоставленная публика, музыканты, артисты, знаменитые люди, кинозвезды. Люди плавают в бассейне, смотрят свежее голливудское кино, жизнь кипит, и все хорошо. Доктор Макс Хэн на прибыль от гостиницы «Атланта» открывает себе еще один бизнес и начинает строить частные роскошные яхты для богатых клиентов. Всего яхт такого класса на тот момент в Бангкоке было никак не больше 10 штук, и 3 штуки было в собственности у Макса Хэна.
Так что, как сами понимаете, дела шли крайне неплохо. Но, к сожалению, где-то к 1965 году золотые годы отеля «Атланта» кончаются и начинаются большие проблемы. Проблема номер один начинается с того, что где-то в 1965 году Бангкок решает засыпать 80% водных каналов в целях расширения территории, которые там были с момента основания города и служили транспортной артерией. Он эти каналы засыпает, сток для воды исчезает, и в дождливый период, который длится в Бангкоке полгода, улицы Бангкока начинают затапливать. В частности, ту улицу, на которой находилась Атланта, ее затапливают вообще всю. Во время дождей, которые в Бангкоке идут 5 месяцев в году, вся вот эта улица была затоплена полностью, минимум по колено. Вода заливалась в ресторан, она подтапливала саму гостиницу. Проблему с затоплением улицы городские власти почему-то не спешат решать. И вот этот вопрос продолжается в течение целых 5 лет. Естественно, все богатые гости исчезают, потому что к отелю у тебя ни пройти, ни проехать, в ресторан не сходить, в бассейне не поплавать, и гости исчезают, а отель приходит в упадок. Вторая проблема, такая же большая и серьезная, состоит в том, что, к сожалению, личная жизнь доктора Макса Хэна и мисс Мугды подходит к концу, они разводятся, собственность на отель переходит к мисс Мугде, а доктор Макс Хэн занимается своим частным бизнесом по постройке яхт и для души устраивается в отдел наркоконтроля, чтобы пресекать большие партии наркотиков по Южной и Восточной Азии, спрос на которые сильно вырос с появлением в регионе американских солдат. Несмотря на то, что Атланта находится в плохом состоянии, мисс Мугда решает сохранить его и поддерживать, но не хочет заниматься им лично и передает управление своей семье. Сама мисс Мугда сосредотачивается на научной карьере и становится деканом факультета химии и фармацевтики в самом престижном, в самом старом, дорогом университете Бангкока. Это что-то вроде МГУ. И вот со всеми вот этими проблемами с разводом, с затоплением улицы, с тем, что Атланты не занимались лично ни доктор Макс, ни мисс Мугда, Атланта из отеля номер 1 постепенно превратилась в очень дешевый, в очень простой отель для хиппи. Почему для хиппи? Потому что хиппи было пофигу, что улица затоплена, им главное надо, чтобы было дешево. А что они делали в Бангкоке? Таиланд входит в тропу хиппи, куда входит еще Индия, Пакистан, Иран, что-то еще. В общем, вот они путешествовали по этому пути, тропе хиппи, приезжали в Бангкок и останавливались там, где дешево. Доктор Макс Хэн очень хорошо к ним относился, потому что они были такие же путешественники, как и он сам. Часто он позволял им жить вообще бесплатно. Ну и, собственно, вот хиппи останавливались в Атланте, пили вино, курили, читали стихи, и Атланта стала отелем для хиппи. В отеле «Атланта» всего 5 этажей, но лифта нет. Так что вот по лестнице на 5-й этаж каждый раз пешком. На ресепшене к оплате принимаются только кэш. Никаких кредитных карточек, никаких переводов, только старый добрый кэш. Вот Basic Speaks. Вот доктор Макс Хэн в свои 80 лет. Если вдруг вас в отеле «Атланта» посетило вдохновение, вы можете сесть за это рабочее место.
Здесь есть все для написания прекрасной книги, письма, либо любой другой творческой работы. Если у вас есть настроение поиграть на рояле, то, пожалуйста, скажите об этом персоналу, и они сделают музыку потише и включат пианино для вас. Да, вот это очень интересная вещь. Доктор Макс Хэн обобщил весь свой опыт тайской жизни и написал для гостей мануал, как себя вести в Таиланде и что вообще делать, чтобы правильно здесь жить. Уважайте монахов и буддизм. Будьте крайне уважительны к королю и к королевской семье. Всегда говорите спокойно, мягко, тихо. Сейчас мы с вами сходим в ресторан гостиницы «Атланты», который был сердцем города долгое время с момента открытия гостиницы в 1952 году. Савдикап. Вот нам принесли меню ресторана. Оно очень просто оформлено. И фишка этого ресторана в том, что все цены здесь очень и очень доступны. То есть они точно такие же, как в любой маленькой кафешке, которую вы сможете только найти на улицах Таиланда. И многие гости очень любят этот ресторан. Мне принесли еду. Это яйца в смятку, маленькая фруктовая тарелка и апельсиновый свежевыжатый сок. Кстати, вот это меню, оно не актуально, это ковидное меню. Я увидел настоящее меню, которое будет через несколько месяцев, и оно абсолютно другое, более полное, более толстое, более интересное. Там дофига всего, вы сами увидите, если сами приедете в Атланту. Если вам понравилось в Атланте и вы хотите оставить себе на память какой-то сувенир, то ресторан Атланты предлагает вам вот такие вот чашки для кофе и пепельницу. Стоят они вот так. Допустим, чашка для кофе стоит 300 бат. Атланта так бы и оставалась дешевым отелем для хиппи, а потом, скорее всего, просто закрылась бы и все. Но тут в истории отеля происходит неожиданный поворот. Мистер Чарльз Хэн, единственный сын доктора Макса Хэна и мисс Мугды, родился и вырос здесь, в Бангкоке. Жил в отеле «Атланта», видел, как отель развивается и рос вместе с ним. И, конечно, застал его золотые годы. И в это время он уехал в Англию учиться в Кембридж и в Оксфорд на степень получения профессора по международному праву. Он успешно заканчивает обучение, получает степень доктора. И так как мистер Чарльз Хэн тоже был очень трудолюбивый человек, то его карьера стремительно взлетает в гору, и как профессор международного права он получает право преподавать в университетах, давать дорогостоящие консультации. Все его клиенты – это неприлично богатые люди. Он состоит в джентльмен-клубе Лондона номер 1. Я не помню, как называется, но, наверное, это крутая штука.
В общем, его жизнь в Англии была очень и очень хорошая, жаловаться было не на что, и другой жизни он себе просто не представлял. В Англии все было вот так. И к тому моменту, когда в конце 80-х мистер Чарльз Хэн вынужден вернуться в Бангкок, чтобы быть рядом со старенькими родителями, которым уже много лет и довольно сложно, он возвращается в Бангкок, заходит в отель «Атланта» и, просто говоря, максимально. Пока мистер Чарльз Хэн жил и работал в Англии, а Атланта уже была дешевым отелем для хиппи, в стране происходят крупные изменения. Из-за Вьетнамской войны и присутствия в Таиланде большого количества американских солдат с их военными базами, пышным цветом расцветают два направления бизнеса. Первое направление – это запрещенные вещества, которые хлынули через границу в огромных количествах. Раньше через границу поставлялся только мак, который, по сути, был нужен только китайцам из Бангкока, и все. Второе направление. В Таиланде рядом с американскими базами появляется огромное скопление баров с девушками легкого поведения. Крупнейших скоплений этих баров в Таиланде всего два. Первый находится в Паттайе, это всем известно Вокин-стрит, и второй центр находится в Бангкоке, это место под названием Нана Плаза. А через дорогу от Нана Плаза на соседней улице находится отель «Атланта». Так что, когда мистер Чарльз Хэн вернулся в Бангкок и первый раз увидел, во что превратилась Атланта, то он реально охуел. Вместо добрых и веселых хиппи, которые когда-то помогали Чарльзу с уроками по Шекспиру и пониманием поэзии Боба Дилана, теперь Атланта превратилась в обшарпанный притон, который населяли суровые пользователи запрещенных веществ и постоянно бухие дешевые туристы, кричащие «Тагил!», но, конечно, на английском языке. В ресторане, где раньше собирался весь город и где серебряной вилкой и ножом разрезали стейк филе миньон средней прожарки и запивали это все вдовой Клико, теперь, никого не стесняясь, по телевизору в дневное время крутили жесткое порно. Везде сидели бухие туристы с барными девушками на коленях, которых они водили с соседней Нано-плазы, а под столом валялись всякие разные обдолбанные граждане. И доктор Чарльз Хэн, собственно, встает перед выбором. Либо он возвращается обратно в Англию, где продолжает свою английскую жизнь, профессор международного права, преподает в универе, консультирует богатых клиентов, ходит в джентльмен-клуб и, в общем, живет в Англии как успешный и богатый человек, которым он и является. Либо он возвращается в Бангкок к стареньким родителям, находится здесь и пытается восстановить отель и поддерживать его минимальными средствами на плаву. И он принимает решение поддерживать отель. Приехав в отель, он просто прощается со всеми постояльцами и закрывает отель на неопределенное время, чтобы его восстановить. В детстве он много времени проводил вместе с отцом в постройке лакшери-яхт, и там научился работать руками. И это ему пригодилось, когда он решил восстанавливать отель и вернулся в Бангкок. Вот вся вот эта мебель, весь металлический каркас, вот она построена на металлическом каркасе, была сделана руками мистера Чарльза Хэна. Столик тоже, видите? Просто, но очень функционально. И вот вся вот эта мебель была сделана лично им. Он красит стены новой краской, он меняет плитку, он меняет проводку. В общем, он делает все то, чтобы отель выглядел минимально прилично, но продолжал работать. Просто из-за того, что
Люди его любят. Одни и те же люди возвращаются в него с 1952 года. Это часть истории страны, это персональные воспоминания мистера Чарльза Хэна. Так что, когда вы приедете в отель «Атланта» и увидите железные кровати или потрепанный пол, то имейте в виду, отель существует не для заработка, а просто чтобы он оставался на плаву и все. И, собственно, держа в голове все, что я вам только что сказал, давайте посмотрим, как выглядит отель и как выглядит мой самый дешевый номер за 900 бат. Берем ключик и пойдемте посмотрим. Love me or leave me and let me be, but it's got to be now or never. I tried through my heart, saying you just needed a push, but my heart says listen, listen. I'm tired of beating about the bush, and so my darling, I am needing. Make up your mind, for time is fleeting. All of us for you most to be. Mine alone, but can't you see it's got to be now or never? Hello. Когда вы заходите в комнату, вы нажимаете на кнопку «Включить питание». Включаете питание и включаете сразу же вентилятор. Вот такая комната. Огромная кровать. Кровать очень крепкая, большая, удобная, чистая. И самая прикольная часть в кровати — это подушки. Здесь есть 4 очень удобных подушки, на которых мягко спать. Комната очень спартански обставлена, конечно, но у меня к ней вообще 0 претензий. Она чистая, есть горячая вода, есть удобная кровать, есть балкон с видом. Что еще нужно, не понимаю. За 900 бат это в самом центре Бангкока. Собственно, здесь очень много прикольных штук. Давайте я вам покажу. Вот, как я уже говорил, вся мебель была сделана по прототипам Чарльза Хэна. Из принципа дешево, крепко, чистенько. Это сейф. Как выглядит сейф? Он выглядит вот так. То есть это просто стальная чугунная коробка, которую вы закрываете на свой замок. При всей брутальности и простоте конструкции, она, кстати, делает свою работу гораздо лучше, чем обычные отельные сейфы, которые можно открыть картошкой. Вот что с ним сделаешь? Вот сюда вешаешь замок и все. Смотрим дальше. Дальше идет ванная. Ванная меня очень
радует почему-то то, что вот заходишь, дергаешь за веревочку и все включается. Кайф, кайф. В ванной предоставляются по минимуму 4 кусочка мыла. Есть вот такой душ, вот туалет, ванная, зеркало, полотенце. Все есть. Еще почему-то меня вот заинтересовала вот эта надпись American Standard. Я не удивлюсь, если вот эта штука 52-го года так и висит. И давайте покажу вам вид с балкона, что у нас есть на балконе. Вот балкон, 2 стульчика и вид на ночной Бангкок. Рядом, вон там налево, находится Hilton, Marriott и прочие 5-звездочные отели. А вы живете в том же месте за 900 бат. Сказка, сказка. Я искренне рекомендую вам попробовать остановиться в отеле «Атланта» на день, 2, 3 и самим лично пожить в Бангкоке 50-х годов и посмотреть, как примерно выглядели отели в то время. На самом деле это уникальная возможность, причем по очень и очень доступной цене. Зайдите на сайты бронирования и посмотрите сами, что вы сможете найти за 900 бат в центре Бангкока. Что ж, это была долгая история, и вот она подошла к концу. Я надеюсь, что вам было интересно, и большое спасибо, что смотрели. Увидимся с вами в следующий раз, возможно, здесь, в отеле «Атланта».